Насколько далеко может увести человека желание привести мир в то состояние, которое он считает идеальным? Кого ему придется предать ради данной миссии? Кроме того, какой существует истинно верный способ преображения жизни человечества? Достаточно вопросов для игры, которая и не сильно претендует изначально на политический или философский статус. Однако поверьте, повод задуматься о подобных вещах она безусловно даст. Однако люди сами по себе сильно переменчивы, и у каждого свое идеальное представление о будущем. Даже если человек вправду достигнет объективного эталона, в чьих-то головах возникнет иная картина мира и стремление разрушить порядок. Доброго времени суток, у микрофона Артур. Мы продолжаем исследование серии Armored Core. Удалось ли From Software перейти в новое поколение консолей в рамках серии достойно? Сегодня и выясним. Разработчикам еще во времена выхода первого поколения AC удалось перескочить Next Gen на консоли Dreamcast. Framegrade представлял из себя файтинг с участием механизированных громадин, по дизайну являвшихся нечто смежным между меха из AC и дизайном ушедшей цивилизации. Проект приняли тепло, и это был один из первых опытов в работе с более мощным железом. Но кардинальные изменения привнесла другая консоль, изменившая игровой рынок. Я говорю о Sony PlayStation 2. Игры перестали быть развлечением на один вечер. Игры обрели больший размах в проработке и режиссуре. Форм-фактор геймпада с двумя аналоговыми стиками и триггерами стал стандартом на долгие годы. Разработчики адаптировались под новые условия, отдавая куда больше свободы в контроле над персонажами. И эти слова не являются гиммиком. PlayStation 2 действительно развязала руки людям, которые ранее боялись прикасаться к созданию видеоигр ввиду слабой начинки или малого объема данных на диске. Несмотря на слабую подборку лаунч-тайтлов, игры, показывавшие всю мощь Next Gen, стали появляться один за другим. Однако скрывать не стоит, 2000 год выдался для Sony весьма пустоватым. Закрывать пробел перехода на новое поколение приходилось портами и аркадками. Однако фанатов крупных тайтлов From Software не обделили вниманием. Armored Core 2 должна была стать следующим шагом в развитии студии. Самое примечательное, что на тот момент игра разошлась тиражом выше, чем почти все прошлые части вместе взятые. Списать это можно и на окно релиза, и на некоторые No Games в первое время. Факт остается фактом. Armored Core 2 оказался успешным для студии. Встречает игра вновь великолепно поставленным вступлением. Однако атмосфера и сеттинг поменялись сильно. Ведь по сюжету ошибки человечества, идеально продемонстрированные в прошлых играх, остались в истории. Впереди колонизация на Марс и выкачивание ресурсов с бывшей планеты Земля. Для полного понимания картины, с момента предшествующей эпохи прошло 76 лет. Война за Марс началась почти сразу после исследований поверхности планеты. В этот раз в гонку вооружений подключилось множество конкурентов. Соблюдая каноны устоявшейся вселенной, никто не собирается стараться ради общего блага. Все стремятся за своими целями и попытками возглавить крупный проект, связанный с Марсом. Вместе с тем возникает группа повстанцев, желающая свергнуть правительство и возглавить новый порядок. В эту бездну событий ввязываемся мы, очередной протагонист в организации Рейвенов, и наша роль, как раньше, на первый взгляд не так однозначна. Несмотря на красивое интро, это далеко не главный повод называть игру Next Gen своего времени.
Заманивать людей создатели к тому моменту уже давно научились. Взять те же опенинги к проектам от Square Enix. Вот что действительно бросалось в глаза – обновленное меню. Оно обрело футуристичный стиль вместе с приятными и мощными звуками. Брифинги теперь озвучиваются различными голосами в зависимости от выбранной организации. Детальнее изображают информацию, связанную с заданием. Графика после эпохи PS1 воспринимается подарком свыше. Не поймите неправильно, и так ясно, что консоль пятого поколения шла на пределах собственных возможностей, потому ругать ее за месиво из пикселей глупо. Но представьте себе, что ощущали люди в то время при таком скачке в визуале. Плавность в действии позволяет лучше контролировать боевым мехом, игра обрела краски и масштабность. Авторы добились того, что дальность прорисовки в любом случае достаточная, чтобы разглядеть позицию врагов без миникарты. Ради такого результата, конечно, пришлось пойти на ряд компромиссов. Хоть обилие деталей выросло, геометрия на локации остается простенькой. К тому же убрали забавный эффект разрушения роботов при получении урона. Видимо, сильно влиял на производительность. При этом появилось больше интерактивных моментов. Некоторые части локаций буквально живут своей жизнью. Это не помешало разработчикам оставлять нас преимущественно в коридорах, но задушить за пару прохождений они не смогли. Я это говорю к тому, что относиться предвзято к подобному решению не стоит. Плюс настроение на открытых локациях идеально отражает выбранный сеттинг. Игра умеет создавать правильную атмосферу, нагоняя одновременно чувство одиночества и спокойствия. Открытые локации что ночью, что днем выглядят достойно, а задействованный ряд компромиссов позволяет оглядывать карты почти целиком. С одной стороны, в основной концепции нововведений мало. Игры работали сами по себе, и этого было достаточно. С другой, авторы лучше закрепили разработанные механики. Стоит начать с наполнения. Ближе всего вторая часть оказалась к мастеру Фарина. Миссий для прохождения сюжетки примерно столько же, сколько в первой игре. К тому же режим арены никуда не делся и даже прибавил в количестве соперников. 50 позиций из самых разных пилотов и машин. Сам режим оказался второстепенным развлечением и возможностью нажиться без потери средств. Карты подобрали новые, а соперники стали действительно интересной находкой. Боеприпасы у врагов ограничены, потому каждому выдали свой набор паттернов поведения. Вы правильно поняли, в Armored Core 2 соперники обладают собственными характерами. У кого-то не хватает денег на амуницию, потому на середине сражения пилот станет скрываться от нас. Кто-то злоупотребляет энергией двигателя, потому после резвых маневров падает на землю с перезарядкой. Кто-то дико угорает по ракетным залпам, имея при этом еле подвижный билд. Информация о пилотах все так же выставлена перед сражением, однако полноценно узнать натуру врага можно лишь при прямом столкновении. Качество миссий выдалось слегка спорным. Задания делятся ровно по тому же принципу, как было рассказано в первом ролике. Причем режиссуру сильно дополнили постановочными сценками на движке и CGI-касценами. В чем же лично моя проблема? Фермы переборщили с врагами. Их стало в разы больше, иногда летит целый легион в попытках убить тебя. Особенно заметно издевательство в миссиях с непрекращающимися волнами ботов. Авторы, видимо, забыли, что наш арсенал, как всегда, сильно ограничен. По этой причине многие пушки обрели заметные апгрейды. Рокет-лаунчеры стали мазать гораздо реже. Оружие обрели двойное значение после нововведений в механиках игры. Например, пистолет-пулемет наносит слабый урон, но из-за постоянного шквала патронов у врага закипает вся система. При высокой температуре робот начинает постепенно выгорать и терять хп. Всяким оружием со сплэшем увеличили радиус поражения. Но сказать, что всех этих изменений достаточно, нельзя. Врагов серьезно переизбытки, а когда миссия еще заключается в прохождении лабиринтов, становится совсем стрёмно. Приходится на ходу подбирать тактику прохождения, попутно расставляя приоритеты. Где-то требует выполнения лишь конкретной цели, а где-то истребление склада машин. Брифинги стали подробнее, только текстовику забыли рассказать о новом подходе. Потому бывают задания, на которых ты банально теряешься и не понимаешь, что конкретно нужно выполнить. Условно выдается миссия по уничтожению базы, но нигде не укажут, что именно надо взорвать или активировать. В общем, от старых проблем разработчики ушли не с концами. Особенно спорной вышла реализация Core Mechanic.
Справедливости ради, некоторые аспекты они прокачали. Плавность передвижения пошла только на пользу. Играть за AC доставляет сплошное удовольствие. К тому же описанный способ быстрого перемещения при помощи прыжка, смежного с полетом, здесь работает еще лучше. Добавили так называемый овербуст. При нажатии на стик мех с высокой скоростью переходит в полет. Функция используется зачастую ради ухода из-под обстрела, и то, если есть возможность уйти обычным полетом, лучше использовать его, поскольку на овербуст тратится непозволительно много энергии. Помимо этого, в игру внедрили систему, которая будет еще долго нервировать фанатов серии. Радиатор и показатель температуры меха. Суть в том, что отныне меха способен перегреваться из-за используемой энергии или получаемого урона. Также на заданиях есть комнаты с повышенной радиацией, в которой температура достигает пика. И пока вы не выйдете и не снизите ее до среднего значения, ХП не перестанет улетать. Комнаты были еще в первой части, но общая система температуры стала одним из ключевых изменений только во втором происшествии. Почему фишка не полюбилась фанатами и после нескольких игр ушла в небытие, узнаем не скоро. А сейчас я хочу рассказать о реальной боли. Помните претензии к схеме управления? И вот, казалось бы, вам дали геймпад со всем, чем нужно, переведите уже передвижение и камеру на стике. Нет, давайте дальше сидеть с крестовиной в начале нулевых на консоли следующего поколения. Самое смешное, стики в игре используются. Нажатия на стики используются. Спасибо эмулятору, мириться четвертую игру подряд с конченной раскладкой не пришлось. Но касается это только передвижения, с камерой пока альтернатив нет. Может показаться, что описанные элементы лишь мелочи, однако я хочу напомнить главную вещь. Armored Core сложная игра, и она никогда не станет достаточно казуальной, чтобы ее можно было спокойно проходить на чем угодно, хоть на банже. Управление и возможность подкрутить опции под себя в такой игре важны. Благо есть настройка смены раскладки, но только невозможность использования стиков по назначению. Радиатор и влияние температуры – прикольные инновации. Жалко только было придумано мало ситуаций для их применения. Потому есть вероятность, что некоторые не поймут, к чему здесь этот термометр. Овербуст – объективно интересная механика. Проблема лишь в ее валидности. Использовать ее придется на тяжелых билдах с низкой мобильностью. Я же проходил игру на легких билдах, потому надобность была мизерная. Тем более сомнительным применение овербуста приходится, когда ваш сет построен на использовании энергетических оружий по типу плазмы винтовки и меча. Билды обговорим прямо сейчас. Если вам казалось, что разработчики не успели в первых играх угореть по фанатизму от сборки, то сейчас это впечатление должно кардинально измениться, потому что я в шоке с кастомизацией во второй части. Я словно зашел в автосимулятор, где для каждой мелочи требуется своя настройка. Тут примерно так же, только абсурд возведен в куб. Мне страшно за человека, отвечавшего за название комплектующих и их характеристики. Это тихий ужас. У каждой хреновины тут по целому блоку данных, учитывать нужно все, иначе соберете махину, не способную и 3 шагов сделать без лишних сбоев. Для этого заходите в магазин, выбираете нужный раздел и чекаете как минимум 5-6 стандартных параметров. В некоторых случаях придется раскрывать все данные и сверяться. У тех же наплечных рокет лаунчеров разный тип сведения, автоматический или ручной. Для полного осознания, насколько авторам не плевать на кастомизацию, можно отдельным пунктом теперь дополнять интерфейс и менять расцветку. Изменений тут явно предостаточно. Наконец можно вне заданий протестировать сборку. Огромное количество деталей в целом. Более обширная настройка раскраски меха. Все это показывает отношение к тематике и желание передать игрокам опыт настоящего конструктора. Зависать в меню магазина и сборки теперь придется больше, ведь даже самые незначительные внедрения в устоявшуюся сборку способны сильно поменять баланс. Я не представляю, сколько времени ушло на шлифовку всей иерархии постройки. Прогресс в сравнении с прошлым поколением ощутимый. К сожалению, разработчики не доглядели пару вещей, способных испортить общую картину. Самым важным недостатком я назову основное оружие – дефицит адекватных пушек. Ребята запихнули кучу палящего и сжигающего одним выстрелом, и это не коррелируется с главной проблемой миссии – переизбыток мобов.
Даже с самыми крутыми сплэшами пользоваться на миссиях с несколькими волнами МТ только гранатометами, да энергетическими БФГ, нет никакого смысла. При этом есть тонны дополнительной ненужной амуниции, пользоваться которой есть смысл только ради фана на аренах. Скорее всего, у большинства фаворитов останется пистолет-пулемет с 1000 патронов, да условные дробовики и гранатометы с внушительным патронтажем. Где-то в игре есть Куросава, самое мощное лазерное оружие стандартного типа, но откроется оно только если вы найдете его на уровне Stop the Surface Weapon. Вторая проблема – то самое меха-порно. Разработчики старались сбалансировать всю свалку так, чтобы игроки были способны создать вменяемые билды. Однако лично я смог создать почти идеальный для себя сет уже к середине прохождения. Баланс накапливался, а тратить деньги было не на что, мне тупо не нужны были серьезные изменения в постройке для задания. Тут уже личный фактор, стремитесь ли вы экспериментировать или нет. Мне были интересны легкие типы, а для них поле для фантазии ограничено. Оружие толком не поставишь, более крутые комплектующие не повесишь. Задушило меня это только ближе к финалу, потому я стал перестраивать свой билд. То есть недостаток в данном случае выражается в том, какой тип геймплея вы предпочитаете и что больше цените – мобильность или амуницию. Отмечу факт, что и в прошлых играх баланс смещался в сторону S-грейд билдов, но как по мне в сиквеле можно было исправить это упущение. Пока не отошли от разбора мелочей, стоит затронуть дополнительные элементы на меха. Аддоны упрощают жизнь, увеличивая резисты к разным типам выстрелов, увеличивая урон с энергией и так далее. Среди таковых затесался Human Plus, значительно прокачивающий статы и заметно понижающий сложность игры. Вы удивитесь, но у этого аддона есть собственная история и необычный способ добычи. О Human Plus я должен был рассказать еще в прошлом ролике, ведь впервые он появился в первой части, и по лору выдавался только элитным пилотам. Непонятно до конца, кто изобрел данный аддон. В полноценное производство его ввела компания Murakuma Millennium, а изобретателями стала неизвестная группа ученых. Изначальная суть Human Plus заключалась в слиянии людей с машинами путем кибернетики, тем самым давая возможность пилоту полностью раскрыть потенциал машины. Формально мы говорим о киберпанке, ведь эта штука предназначалась в том числе для внедрения апгрейдов самих пилотов. За разработкой стояли бесчеловечные монстры, желавшие создать из людей болванок, выполняющих беспрепятственно любые приказы. Только по мере тестирования выяснилось, что Human Plus серьезно влияет на психическое здоровье и выводит пилотов из строя, потому массово аддон не разошелся. Тем, кому выпала возможность обладать апгрейдом, становились богами в своей сфере. Ощутить в полной мере возможности прокачки можно на рейсе. Эта гнида почти неубиваемая, и шарящие за амуницию заметят, что все элементы билда работают лучше, чем должны. Самым интересным в данной истории является способ получения. Да, игрок способен добыть Human Plus и поставить его в слот, однако не думайте, что надо его найти или кого-то победить. Аддон откроется при балансе ниже минус 50 тысяч. Как только вы добьетесь своего, игра начнется заново с нулевым балансом. Зато добытые детали останутся и нужный аддон откроется. Сложность заключается в том, что далеко не во всех миссиях позволяется сильно уйти в минус. Уж тем более в минус 50 тысяч. И не стоит забывать, что бесконечно проигрывать Armored Core не даст. Гейм-овер и загружайте сохранение. В зависимости от игры, Human Plus будет менять свое название и способ достижения. А среди комьюнити он давно обрел культовый статус благодаря своей функции и бэкграунду. Вместе с временем поменялся порядок внутри вселенной Armored Core. Первое поколение показывало антиутопический мрачный sci-fi. Города лежат в руинах, народ обитает под землей безо всяких надежд на хорошее будущее. Вторая часть показывает, что сделанный протагонистами первых игр выбор повлиял на человечество и систему в целом. Колонизация на другую планету, добыча новых ресурсов, очередная гонка вооружений вместе с несколькими сторонами конфликта, желающими подстелить мир под себя, и окутанная мистикой тайна скрытого от глаз жителей плана революционеров.
Мир стал восприниматься менее нагнетающим за счет сменившейся цветовой палитры, без постоянного преобладания мрака и ночи, с более живописными локациями. Тенденция, закрепленная в прошлой эпохе, никуда не делась. Это все еще жестокий мир, в котором каждый хочет своего, наплевав на остальных. Мы все так же исполняем роль послушного наемника, стремящегося стать лидером на арене и завоевать место среди всех этих корпоратов и наемников. Начало игры вовсе не предлагает нечто инородное. Сюжетка двигается слабо, а набор миссий по наполнению стандартен. Однако на очередном задании начнется мистика. Тема иных миров во франшизе в целом раскрыта очень странно. Я бы сказал посредственно. Может, если перечитать все записки и вспомнить брифинги, там найдется что-то дельное. Но в оригинале и Мастеров Арены, к примеру, встречались паукообразные мутанты. И развитие у этой темы отсутствует. Я имею в виду, откуда это фэнтезийное наполнение внезапно взялось. Здесь же в качестве аналогии взяли мутантов из другой цивилизации, которые однажды атаковали городское подземное шоссе. Казалось, разово непонятный прием со стороны разработчиков – использовать материал из иных источников для общего наполнения. Однако потом все встанет на свои места. Помимо таких странностей, нам будут препятствовать участники группировки Устрашителей. Их спонсирует земное правительство для того, чтобы свергнуть конкурирующую на Марсе корпорацию LCC. На самом деле, Устрашители следуют вскоре собственному плану. Их лидер желает вывести всех корпоратов и создать новый порядок. Какой именно, пока не уточняется, как и личность лидера. Второстепенные лица играют менее значительные роли, выступая зачастую посредниками. В прошлый раз я не рассказал об одной из важных фич в серии, но сейчас есть смысл раскрыть карты. Выполняя миссии от заказчиков, мы зарабатываем так называемый статус приверженца одного из них. Условно, если мы выполняем больше всего заказов от Emerald, то и отношения с ними будут выстраиваться соответствующие. В магазине будут прибавляться материалы для строительства, и как раз есть шанс привести их к позитивному финалу. В игре можно спасти или слить за счет такой системы одну из сторон. И я на своем прохождении слил Emerald, лишив их техники и базы, за счет чего в один момент LCC просто захватила контроль над ними, поглотив их в одну организацию. Что лично мне показалось менее атмосферным – отсутствие катсцен в подобных ситуациях. Игра идеально показывает, что сторителлинг теперь укрепился за счет инновационных элементов постановки и большего числа роликов, при этом забывая про действительно нужные вещи. В первой игре FMV вставок было мало, но даже там у каждой из корпораций присутствовали эндинги с гибелью. А здесь после заданий только письма на почту, никаких видео. Примерно после середины начинается плотное развитие истории. Противники чаще фейлят нам миссии, не оставляя выбора. Вновь возникают существа, об истинном рождении которых никто не знает. Между корпорациями нависает облако сомнений. Что вообще происходит и кто ответственен за всем происходящим? Наиболее значимым эпизодом станет исследование подземного тоннеля. Ziometrix, один из посредников, решил наладить контакт с LCC. Однако одна из военных организаций на Марсе этому событию не была рада, потому устроила теракт в подземке. Туда были отосланы взводы, но связь обрубили и никто не смог вернуться. Добравшись до тоннеля и просмотрев его, протагонист наткнется на это. It's extremely hot. What is it? Мало того, что тут в принципе оказался огромный монстр, его технология не принадлежит ни одной из компаний, что также вызывает панику среди верхушки. Творится хаос вплоть до миссий с исследованием подземной лаборатории. Откуда-то берутся меха иного типа, устрашители чаще срывают задания. Настала пора помешать планам конкурентов по захвату власти. Тем более местонахождение Клейна, предводителя наемников от земного правительства, было обнаружено. Однако миссия с самого начала кричит о том, что это ловушка. Координаты врага располагаются прямо в реакторе Rapture, и если его взорвать, то Марс со всей инфраструктурой разлетится на куски. Сам бой с Клейном из-за этой особенности выдался нервотрепным. Вокруг нас только реакторы. Если повредить их все, то нас выкинет на экран гейм-овера. После поражения враг продолжит повторять одну и ту же фразу, словно запись заела. И это значит одно.
Клейна тут не было, а данный ультиматум подстроен для отвлечения внимания. Let's fight, Raven. We'll settle this in battle. Let's fight, Raven. We'll settle this in battle. Let's fight, Raven. It's unmanned. Klein isn't here. Кто-то проник на базу LCC, взял под контроль целый крейсер от военной корпорации Балена и теперь стремится к точке, суть которой мы затронем позже. Единственное, что известно наверняка, крейсер, обладая внушительной мощью, способен в одиночку вынести всю жизнь на планете, потому должен быть выведен из строя. Постановка на миссии идеально демонстрирует нам, что на кону теперь нечто важное. Впервые за игру масштаб возрос за пределы локальных конфликтов. Впервые задействован многочисленный отряд рейвенов, стремящийся за единственной целью. Пробраться до центра корабля удастся лишь протагонисту, где произойдет долгожданная встреча с настоящим Клейном. В кратком монологе, помимо стандартных вещей, прозвучит интересная фраза. Суть ее пока понять не получится, но, я вас уверяю, после финала истина раскроется. Битва заканчивается нашим поражением. Машина врага была уничтожена, но перед концом миссии тот сообщил, что его возрождение случится на Фобосе. Кто не в курсе, это один из 2 спутников Марса, как и в реальной жизни. Перед последней миссией в брифинге нам сообщают весьма шокирующую информацию. Спутник является артефактом, оставшимся от древней цивилизации. Фобос является самостоятельной системой, а также мощнейшим оружием. Страшнее всего, он впервые сдвинулся с места и сейчас движется к поверхности Марса. Это значит лишь конец человечеству, ибо на очереди после Марса окажется Земля. Ставки стали настолько высоки, что за удачное выполнение миссии земное правительство обещает свободу рейвенам. Все прохождение оно часто ставило палки в колеса. К тому же спонсируемое ими сообщество Устрашителей нанесло серьезный ущерб по организациям и остальным наемникам. Мы не только способны спасти мир, мы способны дать рейвенам большую свободу в выполнении заданий и, соответственно, больше шансов не сдохнуть от рук сошедших с ума революционеров. Финал переполнен пафосом. Даже музыка на фоне в начале миссии отсутствует, тишина тут сильно роляет. Дизайн базы утерянной расы, кругом неопознанные враги, напоминающие тех, кого мы встречали ранее в подземках. Около ворот к антагонисту в предсмертном состоянии стоит подчиненная Клейна. Девушка в шоке от предательства со стороны лидера. Все время устрашители были лишь пешками, от них в любом случае пришлось бы избавиться. Основную работу выполнил главный герой, а враг решил добить оставшихся. Помочь пилоту мы ничем не сможем, остается лишь пройти дальше. We all make mistakes, don't you think, Raven? We humans need strict supervision. We cannot live on our own. A state dedicated solely to ravens. I'm a realist, not some fool. All that I've wanted to do is to revive the ways of old. Die, rebel! От финального босса ждешь дикого челленджа, ведь прошлый путь к врагу довольно легкий, если не зацикливаться на толпе. И поначалу эта махина радости не внушает. Стреляет мощно, но двигается медленно, победить его просто. Затем возникает момент, поставивший меня в недоумение. После взрыва из дыма выходит фигура, напоминающая симбиоз инопланетян и меха. Вторая фаза уже посложнее, ибо тут расстрелять оппонента с ракет за секунды не выйдет, слишком высокая мобильность. Враг к тому же постоянно старается подойти и разрубить нас мечом, вызывая дополнительно подмогу. После боя проблем становится только больше. Фобос потерял контроль над скоростью и стремится столкнуться с Марсом. Побежденный Клейн говорит, что впереди находится комната с главным генератором. Уничтожив его, спутник прекратит движение. Однако после этого он начнет разрушаться. Оператор просит нас покинуть станцию, но ясное дело, Рейвен не успеет выбраться отсюда. Он заперт в сердце базы.
What is it that you wish? Вылитый поток информации трудно осознать сразу после прохождения. Катсцена перед титрами оставляет в недоумении. Кто такой Клейн, что за существа обитали на Фобосе, как вся эта мешанина из сторонних лиц оказалась ввязанной в миссию антагониста. Ответы получим, естественно, только личным анализом и прочтением заново текстов в игре. Предлагаю этим и заняться. Личность Клейна так и останется таинственной, однако авторы оставили достаточно поинтов для старта теории. Начнем с того факта, что антагонист является Найнбрейкером еще с прошлого поколения. Данный титул доставался пилоту, свергнувшему Найнбол с первой позиции. В его досье указывается, что держался в топе он очень долго и лишь с недавних пор перестал считаться лидером арены. Вас ничего не смущает в этом описании? По лору, только двум Рейвенам удалось сломить красных демонов, главным героем первой части и мастеров арены. Но как это может быть, ведь разница между историями в 67 лет. Предположим, что персонажу на тот момент было около 25 лет, ему во второй части в таком случае должно лет 90 стукнуть. А теперь вернемся к последней миссии и взглянем на билд во второй фазе. Вам не кажется, что за ним стоит нечто большее, нежели просто возможность быстро передвигаться и стрелять лазерами? Я смею выдвинуть теорию о том, что это не просто меха, это целый экзокостюм с жизнеобеспечением. Клейн в катсценах озвучен стариком, значит он уже пережил лет 50 как минимум. Есть вероятность, что после начала исследований Марса отряд Клейна обнаружил на Фобосе базу вместе со всем наполнением. Отсюда странные мутанты в городе и подземке, типы мехов, дизайн которых не принадлежит освященным организациям. В том числе, Клейн нашел технологию для замедления старения или же банальный аппарат, дающий лидеру возможность не умереть от старости. Ему и вправду может быть свыше 90 лет, просто экзокостюм не позволяет достичь смерти. Окончательно добивает данную мысль фраза на предпоследней миссии. Ведь кого еще может напоминать протагонист сиквела, если не другого протагониста из прошлых игр? Ведь их прогрессия схожа, как и возрастание их значимости. Клейн говорил о себе, он когда-то дал человечеству второй шанс на лучшее будущее, освободив его от искусственного интеллекта. Только почему сейчас он решил встать против нас и свергнуть правительство? А вы задумайтесь над следующей ситуацией. Герой, будучи молодым наемником, видит пагубное влияние заказчиков и организаций на человечество. Пока последнее медленно гниет под землей, первый старается обрести абсолютную власть, возглавить новый порядок. Освободив человечество от всех проблем, вскоре возникают очередные представители власти, желающие вновь свести всех под единую иерархию. Сколько бы героев ни появлялось, сколько они ни пытались исправить историю, люди на своих ошибках не учатся, только стремятся за личными амбициями, уничтожая жизнь невинных. Со стороны Клейна люди не способны на изменения. Это бесконечный цикл войн, зарождение очередного действующего лица, способного привести человечество к якобы лучшему будущему, и так по кругу. Только решив действовать радикально, он поступил хуже остальных, лишив выбора абсолютно всех. Если таков путь людей, то пусть он прекратится сейчас же. Так думал Клейн, на это намекают монологи. Однако в конце он помог главному герою остановить Фобос. Почему? Тут предлагаю вспомнить концовку первой игры. Рейвен смог добиться уничтожения компьютера. Ему дали возможность решать судьбу будущих поколений. Клейн поступил так же, предоставив шанс исправить свои ошибки. Да, он до последнего боя не верил в людей, но своим стремлением и упорством игрок или же протагонист доказал, что он также достоин сделать выбор. Враг увидел в нем надежду. Быть может, он вправду оказался неправ, что у человечества еще есть представители, способные создать лучший мир. Разработчики в своем месседже оставили открытую развязку. В последнем ролике в конце Нелл спрашивает, что собирается делать Рейвен. Ответа, как обычно, не последует и пойдут титры. Это может значить две возможные ветки развития. Светлое будущее или возврат к циклу. С
Сюжетного продолжения, казалось, быть не может. Во вселенной франшизы наступают серьезные перемены, как в организации системы общества, так и в комьюнити Рейвенов. Часть корпораций под натиском более властных земных компаний ушла в небытие. Часть пожертвовала своими ресурсами на последнее сражение с Клейном и его армией. Но создатели решили не бросать идею распространения одной версии игры в разных ипостасиях. Потому в 2001 появилась своеобразная надстройка над базисом двойки с подзаголовком Another Age. Имеется в виду, что все основные элементы остались на месте, авторы лишь докинули уровни с саундтреком и парой нововведений. Подобное, как мы уже выяснили, практиковалось с переменным успехом. Если Master of Arena можно считать полноценной новой игрой со своей структурой прохождения, иным подходом к изученной истории, то Project Phantasma – пример того, как лучше не делать. Хоть среди фанатов тайтл считается неплохим, скудный набор миссий с посредственной на фоне оригинала сюжеткой скорее разочаровывали, чем являлись моментами, с которыми можно смириться. Я не зря вспомнил про Фантазму, поскольку у меня создается стойкое ощущение, что отклонялись фромы именно от ее проблем. Да и у второй части оставались косяки, которые по силам пофиксить меньше, чем за год. Однако контент, подготовленный авторами, выдался совсем неожиданным. Подзаголовок должен говорить сам за себя о наполнении игры. Мы уже убедились, что пафосные названия брались не с потолка, а из истории. Вот только в Another Age ожидать хотя бы вменяемой экспозиции не стоит. Я вас больше удивлю, в игре не существует сюжета. Конечно, есть некоторые наброски эпилога к двойке. Дескать, прошло 5 лет, человечество начало сдвигаться с мертвой точки. Только в планах правительства появилось желание закрепить успех в создании военной техники. Ранее упомянутые события проявили страх у людей перед возможным концом света, потому земная организация решила подготовиться и держать Марс под контролем. Вот только подобный ход никого не устроил. Мало того, обычных жителей настолько достал этот бесконечный круг бедствий, что среди них образовалась новая революционная группировка Индис, идущая против всех вместе взятых. Разбираться со всем бардаком вновь отведется роль безымянному Рейвену, как и должно быть по канону. Самое печальное, что концепт по сути неплохой. Да, он не сильно идет вперед в сравнении с другими играми, но идея восстания человечества против тех, кто уже век и более досаждает обычное население в погоне за алчными желаниями, интересна. В какой-то мере повторение своих же идей, ведь Клейн со своим отрядом хоть был под началом земного правительства, выступал в интересах собственных, с перспективами на конец всему хаосу. В чем заключается печаль? У описанной идеи нет развития. А по какой причине? Давайте узнаем вместе с обновленным меню, которое выглядит как обрубок от того, что должно быть. Во-первых, убрали почту, то есть на лор забили с концами. Ибо как возможно узнавать про события внутри вселенной, если у нас нет больше никакой информации с миссий и левых лиц? Во-вторых, постановочных и содержательных роликов тоже больше нет. Это закрепляет отсутствие истории, арк персонажей и смысловой нагрузки над происходящим. Возникает резонный вопрос: а зачем мы играем? Цель у нас есть вообще? Отвечаю, как таковой цели действительно нет. Another Age рассчитан именно как экспаншн к двойке. Здесь даже арену убрали. Брифинги убавили в деталях о лоре, зато бесполезного спича стало в разы больше. На уровнях постановочные сценки присутствуют, однако они максимально шаблонные. Персонаж выходит, AC появляются, миссии заканчиваются. Подход к подбору миссий изменился. Если раньше мы принимали заказы как придется, что вполне логично, ведь это игра про наемника с потоком заказов от сторон с разными интересами. Теперь это закрепленные уровни на разделенных территориях. Но что же еще может значить такое изменение? Это главный сюрприз Another Age в совокупности с другой проблемой. В игре 100 миссий. Примечание. В первой и второй частях для завершения сюжета приходилось плюс-минус 34 миссии. В то время как в Фантазме контента считай на 3-4 часа, здесь его часов эдак на 15-20. Что же последовало за таким гигантским количеством заданий? Как минимум, системы экономики переработали. Если раньше статистика выполнения сильно влияла на будущее прохождение, ибо приходилось действовать аккуратно, а иначе слив средств и гейм-овер в придачу, то теперь за фейл игра не наказывает совсем.
Миссию тратить позволяется без потери средств. Обходить ограничения можно было и раньше банальной загрузкой сейва, но это как раз механика игры, работающая на баланс. Требовалось принимать правильные решения, когда стоит оставлять сейв с билдом и средствами, а когда лучше повременить, ибо сохранение может выйти тупиковым. Теперь пытаться позволять сколько угодно. Только самое забавное, я не считаю это чем-то плохим, потому что вторая проблема — это сами миссии. Разработчики решили поставить акцент на количество, потому нет интересной режиссуры, внезапных моментов за исключением парочки, мини-событий на миссиях. Это тупо набор уровней, которые надо пройти. Конечно, с первого взгляда всплывает интересная мысль, ведь авторы разделили карту на регионы, прикрепив каждому свой пак заданий со своей атмосферой и артом. Только по факту разительно выделяется лишь парочка зон, особенно территория со скалами. Пусть подавится тот, кто придумал перелетать обрывы на мехах, которые не могут так долго без компромиссов держаться в воздухе. Серьезно, это худшая лока во всей игре, и возвращаться к ней желания никакого. К слову про дизайн и территориальную принадлежность. Конечно, играющему легко отличить коридор относительно свежий от заброшенного коридора. Тем более, если он запутанный и неплохо оформлен. Но вас все равно таскают по ним 80% времени. Встречаются открытые уровни, и на них круто ощущать себя свободным. Тем более на геймплее такой ход отражается, ведь укрытий больше нет, и попасть из тех же ракет по вам становится легче. Но таких моментов мало, их не хватает. Зато хватает убийственных, наглухо конченных заданий. Вот если вам действительно не хватало мазохизма, Another Age — то, что нужно. Сложность конкретных миссий настолько высокая, что сколько не переигрывай и не перестраивай билд, все безнадежно. К слову про билды, я не упомянул одну интересную фишку в прошлом ролике, но в Another Age, ровно как и в Master of Arena с фантазмой, присутствует перенос данных. Выбрав специальный пункт в меню перед началом прохождения, игра находит сейв из прошлой игры и переносит созданный билд с купленными деталями. Поэтому если вы уже достигли личного эталона ранее, выстраивать его заново не придется. Продолжая тему миссий, от совсем запутанных коридоров не избавились, причем появились уровни, на которых обратного пути для проверки живности нет. Пошел в один конец, а если что-то случайно упустил, выходи с миссии и пытайся снова. Оставили и любимый тип издевательства, когда ты стоишь на краю бездны или моря, а в тебя летят самолеты с массой амуниции. Только когда находится выход из ситуации, это яркий и запоминающийся момент. И возможно этого стремились добиться по части миссии разработчики. Пускай не удастся завлечь игроков визуально, так дадим сразу жесткие задания. Вот этот ублюдок мне конкретно потрепал нервов. Тут я почти орал в монитор, ожидая, пока товарищи наконец пересекут границу и не подохнут. Есть и другая сторона медали. Опираясь на количество, разработчики запихнули преимущественно стандартные миссии либо с эксплорингом, либо с устранением целей. Вы скажете, что так было раньше, и этот фактор никак не мешал. Да, только он всегда был окружен дополнительной нагрузкой, постановкой, изменением ситуаций, аудиооформлением, доп. Задачами на миссию, влияющими на финальный счет. В том-то и проблема, что Armored Core не стандартный шутан от третьего лица на мехах, а нечто круче и сложносочиненнее, чего лишилась Another Age. Из-за кучи урезаний фромы по сути сделали обычный коридорный шутер. Это не так плохо, как может прозвучать, но сильно слабее по впечатлениям, чем прошлые игры. Хочу также отметить, что изменения пошли в какой-то мере на пользу темпу. Желание пройти задание стало выше, и желание играть динамичнее возросло. Но и тут есть вещи, которые давно стоило решить. Схема управления как была ублюдской, она таковой и осталась. Снова крестовина, снова нажатие на стики без их адекватного использования. Нахрена так издеваться второй раз подряд? Неясно. За прохождение миссии заманчивой катсцены в этот раз не будет, зато вас поблагодарят за прохождение. Типа... окей. Но игра после титров не заканчивается. Появляется еще пара миссий с исследованием неведомой ранее территории. Всего таких уровней штуки 3, а то, что они из себя представляют, посмотрите сами.
По сути, новый уровень является филлером. 3 босса из первых 3 игр в обновленном формате со старой музыкой. Конечно, приятно вновь повстречать Найнбола с его темой, однако вам не кажется, что авторы слегка перегнули? Я имею в виду, AC проект серьезный, к чему пасхалки на тайтлы, которые по канону совсем далеко и повторяться не могут. Хотя даже сами брифинги намекают на рофл. Но честно сказать, такой подарок слабо оправдывает потраченные на игру часы и нервы. Фанатам, разумеется, он понравится, ведь им выпала вновь возможность уничтожить Фантазму и Серафа. Однако если цель была лишь в награде за прохождение 100 миссий, то может стоило сделать 30 заданий по старой формуле, а остальное оставить на постгейм. Просто лично мне не кажется, что эти боссы достойны того, чтобы ради них тратить время на местами бесячие и скучные локации. Идея сама по себе безобидная, но явно не в контексте Armored Core. Я обещал рассказывать про саундтрек подробно в каждой части истории серии. И хоть музыка во втором поколении, по моему личному мнению, выдалась менее запоминающейся, поговорить есть о чем. В ранних частях звучание техно выдавало характер sci-fi по старым шаблонам. Будущее наступило, но в панковом стиле. Присутствовали и композиции со стандартными инструментами, преображающие общий тон к драме или даже к трагедии. Сиквел сначала настраивает на пестрящий дух. От мрачных тонов отступились, и это с презентацией человечества на пороге переселения с умирающей старой планеты на Марс. Сказать подобное можно о последующих композициях. Они вовсе не стараются создать высокий темп, и мелодии вполне чилловые. Техно стало менее агрессивным и более разнообразным, авторы часто экспериментируют с эффектами. Однако отталкивать динамичные композиции с концами композиторы не стали, есть несколько примеров под экшн-сцены. Получается в итоге интересный микс, местами напоминающий мне Jet Set Radio с его акцентами на сумасбродный стиль. Мнение о саундтреке менялось по параболе. Воспринимал изначально я его в штыки, ибо мне не хватало пафоса и драмы. Вскоре я понял, что музыка хоть отошла от старого стиля, она звучит очень приятно. В итоге нашлись композиции, которые хочется ставить на фоне на репите. Уж слишком они навязчивые и размеренные. Звуки, некогда использовавшиеся для нарастания тревоги, авторы стали использовать как инструмент для создания атмосферы, встраивая их таким образом, чтобы убить прежнее настроение в угоду новому. Мое отдельное почтение за композицию под названием F. Можно долго раздумывать об истинном ее значении, но меня удивляет, что звучание, нацеленное на создание настроения меланхоличного, таким не воспринимается, скорее воспевающим конец истории. Another Age предлагает еще более характерный саундтрек, и лично для меня именно музыка сильно вытягивает остальную игру. Композиций тут на самый разный выбор, от изображающих мистическое и таинственное настроение до грозных и эпичных. В плане создания ностальгических ноток авторы справились идеально. Это на свое время звучало просто хорошо и в меру выдержанно. Сейчас же на этих треках открывается второе дно, которое позволяет получать больше удовольствия от прослушивания. Плюс в Another Age музыка стала моментами чуть приближеннее к первому поколению. Встречается синт и техно на похожий манер. Что самое главное, спектр настроений расширился серьезно, и от прослушивания во время прохождения можно испытывать разный опыт. Out of Control говорит сам за себя. Кошмар и хаос. The Moon в то же время совершенно противоположные случаи, когда создается приятный вайб космической пустоты и спокойствия. Выявить недостатки у саундтреков очень трудно. Они мало того, что написаны под ситуацией неплохо, так еще выполняют дополнительную роль – быть желанными в плейлисте. Самое классное, что авторы не стали останавливаться на достигнутом, предложив другой аудиовизуальный ряд с меньшей зубодробительностью, который все еще может понравиться. Данное поколение Armored Core выдалось занятным. Мало того, что From Software постарались отойти от нагнетающего стиля первых игр, они привнесли интересный взгляд на ранее упомянутые события и на их роль в будущем. Они неплохо переосмыслили концепт человечества, стоящего на грани погибели из-за собственных же ошибок.
в какой-то мере добившись еще более страшной иронии, чем в прошлых частях. Ведь если там машина, созданная человеком, посчитала контроль над всеми и геноцид конкурентов важным делом ввиду несовершенства людской расы, то тут сам человек понял, насколько губительной была его миссия, и разочаровался в людях, которым он ценой своей жизни дал второй шанс. Игры стали выглядеть современнее, в них приятная картинка и обилие возможностей кастомизации меха. Множество элементов подверглось доработке, но оставалось недопонимание дальнейшего курса. Another Age геймплейно не так плох, однако отсутствием истории он занимает во франшизе пробел, который поставил ее в тупик. Придумывать очередное продолжение о новой судьбе человечества в рамках канона уже сомнительно. В третий раз история вряд ли проканает. Сценаристы в этот раз уже достаточно постарались, чтобы нас впечатлить. В конце концов, шестое поколение консолей только стартовало. Людей можно еще больше заинтересовать франшизой, показать ее истинную некстгеновскую сторону, добавив нормальное управление и используя в дальнейшем все возможности железа в угоду нарративному дизайну. Второе поколение выдалось неплохим, и тем не менее есть над чем работать дальше. Пришел конец эпохи переосмысления смысла существования и своих истинных намерений. Впереди ожидает неведомая тропа с удивительной историей, которую мы затронем в следующий раз.